Глава 1386. Формация мечей и кровавый меч. Формация мечей была создана за считанные секунды, и когда Хань Ли вложил в нее свою духовную силу, во всех направлениях сразу же поднялся взрыв поразительного духовного давления. Внезапно в области более 1000 футов появились 1000 нитей с малиновым мечом в центре. Все эти золотые нити медленно сходились к центру. Несмотря на то, что ни один из культиваторов клана Лун раньше не видел формацию золотых мечей, их сердца все равно задрожали от беспокойства при виде этого. Переглянувшись между собой, культиватор с малиновой книгой в руках внезапно запечатал ручную печать. В малиновой книге быстро перелистнулось несколько страниц, после чего 10 красных дьявольских теней вырвались наружу и устремились к Хань Ли. Несмотря на то, что они не верили, что Хань Ли сможет уничтожить гигантский малиновый меч, они определенно не хотели позволять ему беспрепятственно атаковать его. Дьявольские малиновые тени вскоре появились в воздухе рядом с Хань Ли через несколько мгновений. Однако Хань Ли был готов к этому и холодно фыркнул, подняв руки в воздух. Затем из его рукава вырвался поток золотой молнии, мгновенно поразив эти малиновые тени. Большинство этих дьявольских теней были уничтожены, а оставшиеся несколько также были отброшены назад, испустив крики агонии. Учитывая, что эти дьявольские тени были вызваны культиватором стадии пространственного закаливания, они, естественно, были довольно сильны и чрезвычайно эффективны против обычных культиваторов. Они не боялись ни физических атак, ни сил 5 элементов, поэтому обычному культиватору было бы довольно сложно справиться с ними. Однако из-за плотной дьявольской ци, которую они несли в себе, Хань Ли смог их с легкостью победить своей божественной дьявольской молнией. Конечно, Хань Ли победил их с такой легкостью, потому что улучшения в уровне культивации сделали его божественную дьявольскую молнию гораздо более мощной, чем в мире людей. Если бы Хань Ли находился только на стадии зарождающейся души, эти дьявольские тени, скорее всего, были бы более чем способны выдержать атаку такого рода от Хань Ли. Демонстрация этих способностей Хань Ли стала еще одним сюрпризом для 4 культиваторов, сражавшихся в битве. Однако в этом случае Хань Ли не стал ждать, пока культиваторы клана Лун используют что-то еще. Вместо этого он взял на себя инициативу и приказал зверю плачущей души атаковать злобных призраков, которые сражались с Е-Ин своей полоской лазурного света. Эти 7 злобных призраков были довольно мощными, но, естественно, не могли сравниться с безликим призрачным монархом. Когда лазурный свет пронесся по воздуху, все трое немедленно превратились в облака красного тумана и были насильно поглощены зверем плачущей души. Остальные 4 немедленно телепортировались на расстояние более 1000 футов, тем самым избежав своей верной смерти. Таким образом, давление на Е-Инь было значительно ослаблено. Она, естественно, пришла в восторг от этого и обратила свое внимание на гигантский малиновый меч, пойманный в центре формации мечей, а затем на 2 культиваторов клана Лун. Затем она немедленно отправила свои 5 сокровищ, чтобы помочь Ечу в битве. Даже с их объединенными силами 2 культиватора клана Лун едва ли могли сравниться с Ечу. Когда в битву вступили 5 сокровищ Е-Ин, окружающий пурпурный туман в воздухе быстро отступил. Таким образом, ни у одного из них не было лишних возможностей атаковать Хань Ли, поэтому каждый из них вызвал маленький красный барабан и синий металлический кипригель соответственно. С грохотом от барабана в пурпурном тумане появился рой малиновых призрачных шершней. Тем временем синий металлический кипригель вращался на месте, внезапно разорвав близлежащее пространство, призывая массивное дьявольское существо, похожее на осьминога. Как только существо появилось, оно изо всех сил двинуло все 8 щупалец в сторону Ечу и Е-Ин, и только тогда 2 культиватора клана Лун едва смогли стабилизировать ситуацию. Тем временем зверь плачущей души продолжал выслеживать 4 убегающих злобных призраков своим пожирающим душу светом. Злобные призраки не осмелились встретиться лицом к лицу со зверем плачущей душой в битве, но и последний, похоже, не был способен за короткое время преследовать первого. Хань Ли успокоился при виде этого и продолжил вливать больше силы в свои формации золотых мечей. Без вмешательства культиваторов клана Лун он был уверен в своей способности уничтожить это духовное сокровище, используя формацию своих мечей. Освободившись ото всех сдерживающих факторов, Хань Ли, наконец, смог полностью продемонстрировать истинную мощь формации золотых мечей. Бесчисленные золотые нити, наконец, сошлись в центре и обрушились на малиновый меч. Когда золотые нити врезались в гигантский меч, раздался ужасающий звук скрежета металла о металл. Гигантский меч засветился ослепительным духовным светом, когда золотой и малиновый свет переплетались друг с другом. Однако малиновый меч тут же попытался подняться в воздух, пытаясь прорваться из формации мечей. Однако в воздухе наверху его ждало еще больше золотых нитей. Таким образом, гигантскому мечу удалось подняться только на несколько десятков футов, прежде чем он был вынужден снова опуститься. Без путей к отступлению меч мог только противостоять силе мечей. Несмотря на то, что это было духовное сокровище, без мастера не было никакого способа, чтобы оно могло противостоять мощи формации меча слишком долго.
Спустя несколько мгновений духовный свет, исходящий от меча, начал тускнеть перед бесчисленными золотыми нитями и издал мучительный звонкий вой. Однако золотым нитям вокруг него не было видно ни конца, ни края, и они только становились ярче и острее. Формация мечей явно продолжала набирать силу. Два культиватора клана Лун были ошеломлены увиденным и быстро применили несколько секретных техник, послав злобных призраков и дьявольские головы в попытке остановить Хань Ли. Напротив, Е Ин и Е Чу пришли в восторг и перестали сдерживаться, развязав безжалостную атаку, чтобы задержать двух культиваторов клана Лун, а также призраков и дьяволов, которых те вызвали. Им было бы довольно сложно победить и убить двух культиваторов клана Лун, но задержать их было относительно легкой задачей. Таким образом, два культиватора клана Лун могли только продолжать кипеть от ярости и разочарования, отражая атаки Е Ин и Е Чу. Духовный свет продолжал уменьшаться силой формации мечей. Внезапно Хань Ли был встречен яростной передачей голоса от Лун Дуна. «Брат Хань, ты действительно хочешь помешать моим планам? Если ты уничтожишь этот меч, то с этого момента ты станешь заклятым врагом нашего клана Лун. Ты действительно думаешь, что клан Е сможет защитить тебя?» Хань Ли полностью проигнорировал его и продолжил манипулировать своим мечом. «Какие преимущества обещал тебе клан Е? Я готов предложить вдвое больше». Лун Дун сменил стратегию, а его голос стал умоляющим. Однако Хань Ли продолжал игнорировать его, и Лун Дун прекратил передачу голоса, увидев это. Багровый меч продолжал парить в воздухе, выдерживая безжалостную атаку бесчисленных золотых нитей. Когда последнее пятнышко духовного света наконец исчезло с поверхности меча, на нем наконец появилась серия тонких трещин. Трещины были не очень глубокими, но их было такое неизмеримое количество, и казалось, что гигантский меч вот-вот разобьется вдребезги. Хань Ли слегка запнулся при виде этого, но ему быстро пришла в голову мысль, и он резко изменился в лице. Он издал громкий крик, и его тело отбросило назад в виде полоски лазурного света, полностью отказавшись от мечей и поспешно отступая. Почти в один и тот же момент из меча вырвались крики дракона и феникса, после чего он с грохотом взорвался. В воздухе появилось палящее красное солнце, излучающее искрящийся белый свет во все стороны. Как только золотые нити в формации мечей соприкоснулись с этим белым светом, они полностью рассеялись. За одно мгновение солнце увеличилось в бесчисленное количество раз, охватив область радиусом в несколько тысяч футов. Даже два культиватора клана Лун, а также Е Ин и Е Чу пострадали от этого взрыва, и все четверо испугались. К счастью, они были расположены довольно далеко от багрового меча, так что у них было достаточно времени, чтобы забрать свои сокровища и сбежать с места происшествия. Сила, производимая само детонировавшим божественным духовным сокровищем высшего ранга, была, скорее всего, довольно устрашающей даже для культиватора интеграции тела. Если бы не сообразительность Хань Ли, он бы наверняка уже погиб во время взрыва. В этот момент он находился в нескольких тысячах футов от белого солнца и смотрел на него, побледнев от страха. Несмотря на то, что он вынул свои летающие мечи во время отступления, около дюжины из них были выведены слишком поздно, и сила взрыва повредила их духовную природу. Ему нужно было позаботиться о них в течение определенного периода времени, чтобы облегчить полное выздоровление. К счастью, все его мечи были закалены множеством драгоценных материалов, таких как очищенный кристалл. В противном случае все они были бы полностью уничтожены в результате этого взрыва. Хань Ли смотрел на палящее солнце интенсивным немигающим взглядом, пока в его глазах мерцал синий свет. Сверкающее солнце было слишком ярким, чтобы обычный культиватор мог смотреть на него невооруженным глазом, но это, похоже, его нисколько не беспокоило, и он мог ясно видеть все, что происходило внутри него. Внезапно выражение его лица слегка изменилось. Он расправил крылья и исчез на месте в виде дуги лазурно-белой молнии. В следующее мгновение Хань Ли снова появился из воздуха и схватил воздух внизу белоснежной ладонью. 5 костяных колец сразу всплыли на его 5 пальцах и мгновенно исчезли. Затем с кончиков его пальцев вырвалось 5 вспышек ледяного пламени, образуя море пятицветного пламени, окутавшее обширную территорию внизу. Внезапно появилась малиновая тень длиной около фута. Это был яркий красный кровавый дракон, держа в пасти окровавленного феникса. Небольшая часть тела окровавленного феникса исчезла, а оставшаяся часть его тела осталась совершенно неподвижной во рту дракона, как будто он потерял всю свою духовную природу. Внутри ледяного пламени скрытно сновал кровавый дракон, явно пытаясь скрыться с места происшествия, используя хаотический взрыв, чтобы замести следы. Однако никто бы не подумал, что у Хань Ли есть такая способность, как глаза духовного прозрения. Мало того, что Хань Ли мог определить его местоположение, Хань Ли даже вызвал своих 5 ледяных огней, чтобы поймать его. Поскольку тело дракона было заключено в 5 ледяных огней, кровавый дракон двигался со скоростью менее 1/10 своей первоначальной скорости, и все его движения стали чрезвычайно медленными и вялыми. Холодный свет вспыхнул в глазах Хань Ли,
и 5 ледяных огней немедленно устремились к нему, неся в себе кровавого дракона. В то же время Хань Ли открыл рот и вызвал небесный котел во вспышке лазурного света. Глава 1387. Перо небесного феникса. Не смей. Кровавый дракон мгновенно взревел от шока и ярости, как вдруг из его тела вырвалась полоска багрового света и устремилась прямо в котел. В этой отчаянной ситуации душа Лундуна высвободила свою последнюю каплю истинной духовной крови в виде полосы меча Ци в финальном противостоянии. Если бы это была обычная атака, то малиновый меч Ци, скорее всего, смог бы победить ее. Однако сам небесный котел был также божественным духовным сокровищем, и лазурные нити были чрезвычайно универсальными. Лазурный свет сразу же вспыхнул в воздухе, и большинство лазурных нитей исчезли по велению Хань Ли. Оставшиеся нити также внезапно превратились в полосу лазурного света, борясь с приближающимся малиновым светом. В следующее мгновение пространственные колебания вспыхнули в воздухе на высоте фута над багровым драконом, и из пустоты вырвалось облако лазурных нитей. Лазурные нити рассеялись, мгновенно заманив кровавого дракона и кровавого феникса в пятицветное пламя, привлекая их к небесному котлу. Внезапно из отчаянно сражавшегося дракона появился шар лазурного света. Он вспыхнул и снова появился на расстоянии более 100 футов, а затем несколько раз быстро вспыхнул, преодолев расстояние до 400 футов. Холодный свет вспыхнул в глазах Хань Ли, из его глаза разрушения внезапно вырвалась вспышка черного света. В воздухе раздался глухой удар, после чего из воздуха вылетел голубой световой шар, который, казалось, значительно потускнел. Однако, прежде чем Хань Ли смог начать какие-либо другие атаки, лазурный шар света внезапно промелькнул в воздухе, исчезнув вдалеке в мгновение ока. Хань Ли нахмурился, и черный свет, только что скопившийся в его третьем демоническом глазу, рассеялся. Глаз разрушения действительно обладал способностью пробивать пространство, но, естественно, он ничего не мог сделать с такого большого расстояния. Между тем, кровавый дракон и кровавый феникс уже были запечатаны в его небесном котле. После этого крышка котла с грохотом рухнула. Чего все не заметили, так это того, что в этот момент 2 незаметных пятнышка золотого света внезапно вышли из одного из рукавов Хань Ли и исчезли в котле. В этот момент 4 других культиватора находились в нескольких тысячах футов от Хань Ли, и все они были ошеломлены, увидев, как Хань Ли поймал истинную духовную кровь, в то время как Лун Дун бежал, спасая свою жизнь. 2 культиватора клана Лун переглянулись между собой и немедленно скрылись с места происшествия в виде 2 полосок света. Призванные ими призраки и дьяволы тоже бежали вместе с ними. Направление, в котором они убегали, было ничем иным, как тем, в котором только что исчез Лун Дун. Ечу и Е-Ин не собирались бросаться в погоню. Вместо этого они обе полетели к Хань Ли. Спустя несколько мгновений они появились на расстоянии чуть более 100 футов от Хань Ли. Ечу смотрела на Хань Ли и его зверя плачущей души с нескрываемым удивлением в глазах. Между тем, на лице Е-Ин была улыбка, но ее глаза были прикованы к лазурному котлу перед Хань Ли. Было совершенно очевидно, что эти двое стали очень настороженно относиться к Хань Ли после того, как он поймал истинную духовную кровь. «Брат Хань, спасибо за помощь. Если бы не ты, клан Лун, скорее всего, преуспел бы в своем замысле. Будь уверен, брат Хань, условия, которые я обещала тебе ранее, остаются неизменными. Твои усилия будут вознаграждены», — сказала Е-Ин с соблазнительной улыбкой. В самом деле, благодаря силе клана Е есть очень мало желаний, которые мы не сможем исполнить, медленно проговорила Ечу, но в ее словах была едва замаскированная угроза. Губы Хань Ли дрогнули, но он ничего не сказал, похлопав по котлу перед собой. Со звоном крышка слетела с котла. И кровавый дракон, и кровавый феникс появились у входа в котел с бесчисленными голубыми нитями, связывающими их тело. Е-Ин и Ечу были в восторге от истинной духовной крови. Малиновый свет промелькнул перед лицом Е-Ин, и на долю секунды появилась нечеткая проекция миниатюрного кровавого феникса. Хань Ли улыбнулся, щелкнув пальцем в сторону лазурного котла. Все лазурные нити вокруг кровавого феникса были немедленно разорваны, и феникс был брошен в сторону Е-Ин. Е-Ин пришла в восторг от этого и тихонько вскрикнула. Из ее тела вылетел другой миниатюрный кровавый феникс и врезался в приближающегося незавершенного кровавого феникса. Во вспышке малинового света оба феникса соединились воедино, образуя малиновый шар размером около фута. Шар был чрезвычайно яркого красного оттенка, словно был выкован из эссенции крови. Сделав круг в воздухе, он превратился в кровавого феникса размером около фута и, взмахнув крыльями, стал летать вокруг Е-Ин. Е-Ин с улыбкой на лице указала тонким пальцем на кровавого феникса. Вскрикнув еще раз, кровавый феникс расправил крылья и исчез в теле Е-Ин в виде полосы багрового света. Сразу после этого на тело Е-Ин покрыл слой малинового света.
В то же время позади нее появилась нечеткая проекция кровавого феникса. Сначала он был довольно размытым, но постепенно стал более четким и стабилизировался. Через некоторое время проекция кровавого феникса исчезла, и Ейн открыла глаза, и на ее лице отразилось волнение. Большая часть моей истинной крови феникса была восстановлена. Еще небольшая часть отсутствует, и, скорее всего, она была насильно поглощена этой кровью истинного дракона, поэтому отделить ее будет непросто. К счастью, настоящая кровь дракона также имеет попала в наши руки. Брат Хань, брось мне истинную кровь дракона. Кровь такого ранга нужно хранить осторожно, поскольку использование обычных средств хранения вполне может повредить ее духовную природу. С улыбкой на лице Ейн протянула руку, достав небольшую пурпурно-золотую тыкву. Однако Хань Ли просто улыбнулся в ответ, но совершенно не собирался отдавать ей истинную кровь дракона. «Фея Е, если я правильно помню, я пообещал помочь тебе вернуть твою истинную духовную кровь. Теперь, когда ты уже восстановила кровь Небесного Феникса, не слишком ли жадно с твоей стороны просить о крови истинного дракона тоже? Что ты пытаешься сказать, брат Хань? Неужели ты хочешь оставить себе эту истинную духовную кровь?» Ледяным голосом сказала Ечу. «Хотя я вознесенный культиватор, я знаю табу истинных духовных кланов. Я бы не осмелился присвоить себе истинную духовную кровь дракона. Даже если бы я влил истинную духовную кровь в свое тело, в конечном итоге за мной стали бы охотиться все истинные духовные семьи», с улыбкой ответил Хань Ли и покачав головой. Видя, что Хань Ли не собирался забирать истинную кровь дракона, выражение лица Ейн смягчилось, и она спросила: «Тогда что ты предлагаешь, брат Хань?» «Хе-хе, ничего особенного. Этот истинный дракон должен быть не менее ценным, чем твоя кровь Небесного Феникса. Твой клан Е хотел бы заполучить ее, верно? Если бы я был готов предложить этот предмет, что бы ты дал мне взамен?» Спросил Хань Ли. «Хе-хе, значит, тебя интересует дополнительная выгода, брат Хан. Это не проблема. Назови свою цену», ответила Ейн с широкой улыбкой. «Такой драгоценный предмет, как истинная духовная кровь, нельзя обменять на простые духовные камни. Только если у тебя есть около 100 высокоранговых духовных камней, тогда я подумаю об этом», равнодушно сказал Хань Ли. Ейн слегка изменилась в лице и переглянулась с Ечу. Затем она снова повернулась к Хань Ли и сказала с натянутой улыбкой: «Конечно, ты шутишь, брат Хань. Даже у нашего клана нет столько высокоранговых духовных камней. Но я бы могла попробовала найти для тебя несколько. Если мне было нужно несколько высокоранговых духовных камней, я бы не стал беспокоить вас двоих. Я смогу добыть их самостоятельно, хотя и с небольшими усилиями», ответил Хань Ли. «Так чего ты хочешь?» «Давай, не тяни», холодным голосом потребовала Ечу, похоже, у нее закончилось терпение. «Все просто. Я хочу, чтобы ты дала мне одно из перьев Небесного Феникса, старшее Е», медленно сказал Хань Ли. «Какое перо Небесного Феникса? Тебя обманул культиватор из расы Черного Феникса». Зрачки Ечу слегка сузились, услышав это, но выражение ее лица осталось спокойным. «Думаешь, я просто взял и поверил в это, старшая Е? Если ты продолжишь отрицать, я не возражал бы использовать технику поиска души на госпоже Ся. Мне нужно только одно перо. Одно перо Небесного Феникса в обмен на истинную кровь дракона — отличная сделка для вас двоих», выражение лица Хань Ли оставалось спокойным и собранным. Брови Ечу нахмурились, и она посмотрела на Ейн. Ейн несколько раз поджала губы и спросила: «Зачем тебе это перо Небесного Феникса? Этот предмет также очень полезен для нашего клана Е. Может, ты захочешь что другое? Как насчет 2 зайсийских драконьих фруктов, которые я купила ранее? У меня есть сокровище, которое нужно усовершенствовать, и для этого процесса просто необходимо перо Небесного Феникса». «Фрукты, конечно, весьма заманчивы, но по сравнению с пером они явно бледнеют», спокойно ответил Хань Ли. «Значит, тебе нужно только перо Небесного Феникса, брат Хань? Нет места для переговоров». Ейн смотрела на кровь дракона на вершине лазурного котла с нерешительным выражением лица. «Хе-хе, если бы у тебя были таблетки взгляда бессмертного или зайсийская духовная трава с 9 сердцевинами, я бы согласился на них», усмехнулся Хань Ли. Если бы у меня были такие вещи, зачем мне вообще нужна истинная кровь дракона? Я могла бы просто взять их, чтобы подняться на стадию пространственного закаливания и интеграции тела». «Хорошо, тогда по рукам. Я обменяю на истинную кровь дракона на перо Небесного Феникса», Ейн, стиснув зубы, в конце концов согласилась. Ечу слегка изменилась в лице, услышав это, и она открыла рот, чтобы что-то сказать, но в конце концов проглотила свои слова. Глаза Хань Ли сразу же загорелись. «Ха-ха, это очень мудрое решение, госпожа Е. Позволь мне сначала осмотреть перо, чтобы проверить его подлинность, и тогда я немедленно передам тебе истинную кровь дракона».
Я возьму сокровище и уйду, верно? Сказал Хань Ли с улыбкой. Ейн вздохнула и повернулась к Ечу со словами: «Старшая сестра Чу, дай ему перо Феникса». Да, юная госпожа, Ечу, немного помедлив, сделала, как ей сказали. Она провела рукой по своему браслету для хранения и вынула оттуда огненно-красную нефритовую шкатулку. На поверхности этой огненно-красной шкатулки мерцали огненные узоры. Как только ее достали, она сразу же начала излучать палящую ауру, и температура окружающей среды мгновенно значительно повысилась. Огненный нефрит. Хань Ли был очень ошеломлен видом этой нефритовой шкатулки. Глава 1388. Нечист на руку. Значит, ты знаешь материал этой нефритовой коробки, брат Хань? Действительно, это тысячелетний огненный нефрит, который находится на одном уровне с высшим тысячелетним нефритом. Только контейнер, сделанный из таких редких материалов с экстремальным огненным элементом, как этот, может гарантировать, что перо Феникса не потеряет свою духовную ци, сказала Е-Ин с самодовольной улыбкой на лице. Только истинный духовный клан, такие как твой клан Е, готовы использовать такой драгоценный материал для создания коробки, усмехнулся Хань Ли. Ечу бесстрастно сняла крышку с коробки, обнажив 3 длинных пятицветных пера, каждое из которых было около 3 футов в длину. Она ткнула пальцем в одно из перьев, и оно вылетело из коробки, подлетев к Хань Ли. Хань Ли с серьезным выражением на лице схватил перо, и оно медленно втянулось в его руки. Затем он стал водить по нему пальцем, внимательно изучая его. Перо было блестящим и полупрозрачным, а на его поверхности мерцали пятицветные руны. Вытекающая из него духовная ци также была необычной. «Нет никакой ошибки, это действительно перо Небесного Феникса», кивнул Хань Ли с довольным выражением лица, сказав: «В любом случае, скорее всего, будет невозможно попытаться искусственно воспроизвести такое блестящее сокровище». Он перевернул ладонь и достал безупречный белый нефритовый ящик, из которого исходила удивительная ледяная ци. Это было не что иное, как нефритовая шкатулка, сделанная из высшего тысячелетнего нефрита. Ечу и Е-Ин невольно переглянулись между собой при виде этой коробки. Хань Ли поместил перо Небесного Феникса в коробку, и она исчезла во вспышке белого света. «Поскольку я получил перо Феникса, настоящая кровь дракона, естественно, теперь принадлежит вам двоим», Хань Ли с улыбкой посмотрел на Ечу и Е-Ин и указал пальцем на лазурный котел. С легким лязгом лазурные нити вокруг кровавого дракона распустились, и он был брошен в сторону 2 женщин. Духовный свет вспыхнул вокруг тела кровавого дракона, и он начал бороться в воздухе, выглядя так, словно хотел убежать. Однако Е-Ин была готова к этому заранее и немедленно подняла тыкву в руках с восторженным выражением лица. Сразу же раздался громкий жужжащий звук, и полоска синего света внезапно вырвалась из отверстия тыквы. Во вспышке синего света тело дракона было захвачено и понеслось к Е-Ин. Ечу и Е-Ин сразу же начали изучать кровавого дракона, не мигая и одновременно просматривая его тело своим духовным чутьем снова и снова. Через некоторое время Ечу выдохнула и, наконец, одобрительно кивнула. Это действительно истинная кровь дракона. На лице Е-Ин также появилась улыбка. Она сделала печать заклинания руками, и синий свет принудительно сжал кровавого дракона, затянув его в свою тыкву. Е-Ин убрала свою тыкву, а затем повернулась к Хань Ли с милой улыбкой. «Ты действительно человек слова, брат Хань. Не хотел бы ты стать гостем нашего клана Е по возвращении в город высшего неба? Наш клан Е всегда относился к таким блестящим культиваторам, как ты, с добротой и уважением. Город высшего неба. Я не собираюсь возвращаться туда в ближайшее время. Я собираюсь остаться в первозданном мире на какое-то время и не вернусь в ближайшем будущем», решительно ответил Хань Ли. Ответ Хань Ли стал большим сюрпризом для 2 женщин. На лице Е-Ин появилось задумчивое выражение, но она больше не стала настаивать на этом, сказав: «В таком случае, пусть так. Однако, если ты передумаешь, можешь навестить наш клан Е в любой момент. Я обязательно устрою тебе великолепный прием. А пока мы должны покинуть это место. В противном случае существа из древесной расы могут вскоре выследить нас. Кроме того, эта госпожа Ся из гонка Черного Феникса должна быть для тебя настоящей головной болью, верно, брат Хань? Как насчет того, чтобы оставить ее мне?» Е-Ин повернулась к горе божественной эссенции с улыбкой на лице. «Тогда мне придется побеспокоить тебя. Она действительно является для меня довольно неприятной перспективой», сразу согласился Хань Ли. Таким образом, он махнул рукой в сторону горы божественной эссенции, и она резко сжалась в яркой вспышке серого света. После нескольких вспышек она превратилась в миниатюрную гору высотой всего около 10 футов. Затем миниатюрная гора исчезла с глухим взрывом, раскрыв Сяохун, неподвижно лежавшую в кратере под ней.
Ечу была подготовлена заранее, и как только миниатюрная гора исчезла, она щелкнула 5 пальцами вниз. 5 полос зеленого света мгновенно достигли черного феникса. Затем эти полосы зеленого света взорвались, образуя зеленую сеть, в которую попала феникс. После этого Ечу сделала печать заклинания и начал что-то повторять. В зеленой сети вспыхнул духовный свет, и она немедленно начала сжиматься. Что было весьма примечательно, так это то, что черный феникс также уменьшался вместе с сетью и вскоре уменьшился примерно до полуфута в длину. Прекратив петь, Ечу совершила хватательного движения вниз, после чего зеленая сеть полетела к ней в виде шара зеленого света. После нескольких вспышек шар зеленого света исчез в ее рукаве. В этот момент Хань Ли сложил кулак в знак прощания и сказал что-то, что стало большой неожиданностью для двух женщин. «У меня еще есть неотложные дела, о которых нужно позаботиться, так что здесь мы расстаемся. Мы еще не прошли через горизонт, так что мы все еще на территории лесного клана. Я думаю, тебе лучше остаться с нами, брат Хань», сказала Ейн с намеком на удивление в глазах. «Нет, спасибо. У меня действительно есть кое-что, с чем мне нужно разобраться, и мне будет неудобно путешествовать с вами. А сейчас мне пора», — Хань Ли решительно покачал головой, спрятав все свои сокровища, включая зверя плачущей души, улетел вдаль в виде полоски лазурного света. В мгновение ока Хань Ли исчез вдалеке. Ейн и Ечу переглянулись после внезапного ухода Хань Ли. Он принял разумное решение. Неужели он знает, что у нас есть еще союзники снаружи? Ейн довольно мрачно нахмурила брови. Возможно. Даже если это не так, это свидетельство того, насколько он осторожен. Он не дал нам ни малейшей возможности поставить его в невыгодное положение. В противном случае, с союзниками, развернутыми лидером клана на нашей стороне, у нас были бы очень хорошие шансы захватить его, ответила Ечу. Старшая сестра Чу, раньше ты использовала секретную технику, чтобы передать мне свой голос, убеждая меня не нападать на него. Ты уже культиватор на пике стадии пространственного закаливания, неужели мы бы не смогли победить его, объединив наши силы? Возможно, не было необходимости даже передавать ему перо Небесного Феникса. Ейн все еще был явно разочарован тем фактом, что им пришлось принести в жертву перо Небесного Феникса. Если бы мне нужно было победить его, то я, по крайней мере, на 70% уверена в своей способности сделать это по очень скромной оценке. Однако убить его или захватить живым — это совсем другая история. Ты сама видела, сколько у него способностей и сокровищ, молодая госпожа. Он смог захватить этого культиватора расы Черного Феникса живой всего за несколько мгновений, а формация меча, которую он создал в конце, способна даже уничтожить божественное духовное сокровище. Кроме того, его духовное животное еще более странное. Даже если бы я был на его месте, я бы не смогла так легко победить этого безликого призрачного монарха. Более того, он был довольно расслаблен на протяжении всей битвы, поэтому у него должен быть какой-то другой козырь в рукаве. Если бы он в приступе гнева уничтожил настоящую кровь дракона, то это было бы для нас огромной потерей. Перья Небесного Феникса редкие, но у нас еще будут возможности найти их. Однако истинную кровь дракона можно найти только в клане Лу и клане Ху человеческой расы, и мы не знаем, сколько еще поколений пройдет, прежде чем появится еще один прямой потомок с такой чистой кровью, как Лундун, объяснила Ечу. После продолжительного молчания Ейн смиренно вздохнула: «Я знаю об этом. Способности и сокровища этого человека действительно необычайны. Видя, что даже старшая сестра Чу не была уверена в том, что победит его, я думаю, что мы приняли правильное решение. В любом случае, мы получили истинную кровь дракона, так что, конечно же, глава клана не будет винить нас ни в чем. Истинная кровь дракона слишком важна для нас, чтобы рисковать ею. К счастью, этот человек был довольно умен и не заставил нас работать. В любом случае, давай уходить отсюда». Сражение, которое происходило ранее, было довольно ожесточенным. Кто знает, может, мы уже привлекли внимание лесного клана. Ечу кивнула и взмахнула рукавом, вызвав эту массивную деревянную птицу. Две женщины влетели в тело птицы в виде полосок света, и птица тут же превратилась в шар зеленого света, улетевший вдаль, как падающая звезда. Между тем Хань Ли был уже за 1000 километров. В полете его глаза мерцали от возбуждения, а губы скривились в улыбке. Хань Ли, держа миниатюрный котел одной рукой, осторожно постучал по крышке, чтобы образовалась небольшая щель. В его глазах вспыхнул синий свет, и из щели появились две золотые тени. Сделав круг в воздухе, они остановились на крышке котла, оказавшись парой золотых прожорливых жуков размером с большой палец. Хань Ли улыбнулся, снова открыл рот и выпустил 2 шара чистой духовной ци, окутавших пару духовных насекомых. Яркий золотой свет исходил от тел золотых прожорливых жуков, и они увеличились примерно до полуфута в размере, создавая довольно угрожающий вид. Хань Ли начал что-то напевать, и 2 гигантских насекомых одновременно открыли свои рты.
Вспыхнул багровый свет, и изо рта вышли 2 маленьких шарика крови. Глаза Хань Ли загорелись, и он сделал хватательное движение, чтобы привлечь к себе шары крови. Когда он снова разжал свои 5 пальцев, на его ладони появились миниатюрный кровавый дракон и миниатюрный кровавый феникс, каждый из которых был всего несколько дюймов в длину. Хань Ли каким-то образом сумел сохранить для себя немного истинной духовной крови. Йейн и Ечу были чрезвычайно осторожны, но никогда бы не подумали, что у Хань Ли есть золотые прожорливые жуки, способные сожрать все вокруг. В противном случае, они бы точно не позволили Хань Ли оставить себе духовную кровь. В конце концов, если не были использованы особые секретные техники или сокровища, истинная духовная кровь не могла быть разделена, поэтому они успокоились, думая, что не будет никаких проблем. Хань Ли посмотрел на миниатюрного кровавого дракона и кровавого феникса на своей ладони, которые отчаянно пытались улететь, с задумчивым выражением на лице удерживая их. Хань Ли не решил, как он собирается использовать эту истинную духовную кровь. Однако одно было точно: истинная духовная кровь определенно была чрезвычайно драгоценной и, скорее всего, была равна стоимости легендарных таблеток бессмертного. К сожалению, он мало что знал об истинных духовных кланах и истинной духовной родословной, поэтому он не знал, что делать в данный момент. Таким образом, он смог принять решение только после проведения более тщательного исследования истинной духовной крови в будущем. Внезапно выражение лица Хань Ли изменилось, и он резко перевернул руку и вытащил мерцающую серебряную деревянную шкатулку. Он поместил миниатюрного кровавого дракона и кровавого феникса в коробку, а затем взмахнул рукавом и наклеил на коробку несколько талисманов. Во вспышке серебряный свет деревянная коробка исчезла. После всего этого Хань Ли бросил взгляд вдаль, и его глаза рефлекторно сузились. Глава 1389. Очередная битва с древесными духами. Внезапно на его лице появилось выражение неверия. Это тот парень. Духовное чутье его преследователя было чрезвычайно сильным, поэтому бежать было поздно. Талисман невидимости, скорее всего, не поможет ему и в этой ситуации. Однако аура его преследователя была значительно слабее, чем раньше, что позволяло предположить, что он получил серьезные травмы. Цин Юаньцзы смог сразиться с культиватором интеграции тела, будучи на стадии пространственного закаливания, используя свою формацию золотого меча. Даже при том, что мой уровень культивации уступает уровню культивации Цин Юаньцзы, я все равно смогу выстоять против такого полумертвого противника, вроде этого. Вдобавок у меня есть еще несколько козырей в рукаве, которые я могу использовать, если того потребует ситуация, быстро подумал Хань Ли и почти пожалел, что расстался с Ечу Йейн. Если бы он остался с ними, ему бы не пришлось столкнуться с этим кризисом. Однако плакать из-за пролитого молока было бесполезно, и Хань Ли быстро переключил внимание на сложившуюся ситуацию. Приняв решение, он тут же полетел вниз в виде полоски лазурного света. После нескольких вспышек он появился на вершине небольшой горы. Затем он, взмахнув рукавами, вынув свои 72 золотых летающих меча, каждый из которых выпустил по 100 полос меча Ци по его приказу, и сразу же исчез поблизости. Он снова создал свою формацию золотых мечей. После этого Хань Ли положил руку себе на затылок, выпустив полоску серого света, которая рассеялась в следующее мгновение, образуя серый световой барьер вокруг него. В то же время он пошевелил другим рукавом, выпустив 5 белых черепов. Все 5 черепов одновременно открыли рты, выпустив 5 ледяных огней, смешав их с серым светом. Стоя в сером свете, Хань Ли сделал печать заклинания рукой, и пламя постепенно расширилось, образуя толстый пятицветный ореол, вращавшийся вокруг его тела. Почти в тот же момент позади Хань Ли раздался раскат грома, и у него за спиной появилась пара лазурно-белых крыльев. После всего этого Хань Ли заложил руки за спину и посмотрел на небо вдали с мрачным выражением лица. Спустя несколько мгновений вдали вспыхнул духовный свет, и шар серебряного света полетел к нему. После нескольких вспышек он появился в небе над горой, где находился Хань Ли. Серебряный свет отступил, раскрывая зеленую человекоподобную фигуру в слабом серебряном поясе. Это был не что иное, как древесный дух серебряного ранга, которого он видел в лесу черных листьев. Хань Ли слегка прищурился, оценивая нападавшего. Судя по внешнему виду, этот древесный дух серебряного ранга выглядел совершенно иначе по сравнению с тем, когда он был в лесу черных листьев. Однако духовное давление, исходящее из его тела, уменьшилось более чем вдвое, что говорит о том, что он действительно получил серьезные травмы. После этих наблюдений Хань Ли вздохнул с облегчением. Если бы он ошибся, и его нападавший был полностью невредим, он бы немедленно скрылся с места происшествия. Однако, подумав об этом, он не удивился, что этот древесный дух серебряного ранга был ранен.
Тело небесного феникса, которое Йейн смогла вызвать с помощью стимуляции своей истинной духовной крови, было поистине устрашающим, намного сильнее, чем этот высокоранговый древесный дух. Ранее он выслеживал двух женщин, поэтому они, должно быть, дрались друг с другом, что привело к его нынешнему состоянию. Однако для Хань Ли стало большим сюрпризом то, что этот древесный дух оказался таким стойким, несмотря на полученные травмы. Он отказался от преследования Йейн и Ечу, вместо этого решив пойти за Хань Ли, скорее всего, потому что был слишком напуган, чтобы снова преследовать их после предыдущей битвы. Однако он не мог вернуться в лесной клан племя с пустыми руками, поэтому он решил захватить хотя бы Хань Ли. Проанализировав ситуацию, Хань Ли почувствовал себя довольно мрачно. Древесный дух серебряного ранга бросил взгляд на Хань Ли и резко взмахнул кулаком, не сказав ни единого слова. Издалека сразу же раздался визг разрываемого пространства. Почти в тот же самый момент Хань Ли почувствовал, как взрыв огромной силы ударил по защитному световому барьеру, который он установил вокруг себя. Пятицветный орел задрожал, и серый световой барьер изогнулся и деформировался, а Хань Ли был вынужден отступить на несколько шагов. Лазурный свет промелькнул на его лице несколько раз подряд, прежде чем ему, наконец, удалось с трудом выдержать импульс атаки. Хань Ли слегка изменился в лице. Этот удар имел как минимум несколько десятков тонн силы. К счастью, он обладал телом намного более мощным, чем у обычных культиваторов его ранга. В противном случае, даже культиватору пространственного закаливания было бы трудно противостоять этой атаке. Оказалось, что древесные духи серебряного ранга были даже более устрашающими, чем предполагали легенды. Древесный дух был очень удивлен тем, что Хань Ли так легко справился с этой атакой. По-видимому, осознав, что Хань Ли не такой слабый, как он себе представлял, он холодно хмыкнул и бесстрашно шагнул вперед. Из его тела вырвался яркий серебряный свет, и он появился во вспышке всего в 100 футах от Хань Ли. В то же время на его теле внезапно появилась зеленая деревянная броня. Поверхность доспехов переливалась серебристым светом и была усеяна бесчисленными острыми шипами разной длины. Обычный на вид древесный дух внезапно стал выглядеть намного более зловещим и угрожающим. Хань Ли прищурился и взмахнул крыльями, после чего он исчез на месте в виде дуга лазурно-белой молнии. В следующее мгновение он появился на расстоянии более 300 футов, сделав печать заклинания и начав что-то петь. Древесный дух немедленно двинулся вперед и бросился прямо к Хань Ли. Однако древесный дух преодолел расстояние чуть более 100 футов, и перед ним внезапно появилось 8 золотых нитей. Сердце древесного духа содрогнулось от удивления, выпустив с кончиков лазурный свет, и он немедленно схватился за золотые нити. Лазурный свет и золотые нити с грохотом соприкоснулись друг с другом, но вскоре две противостоящие силы зашли в тупик. В глазах древесного духа мелькнуло удивление, и он снова с пальцев выпустил лазурный свет, пытаясь присоединиться к атаке. Однако прямо в этот момент в близлежащей области быстро вспыхнул золотой свет, из воздуха возник пучок золотых нитей. Все они оказались очень близко к древесному духу и стали быстро приближаться к нему, словно пытаясь разрезать его тело на части. Эти золотые нити перемещались очень быстро. Древесный дух еще не осознал их силу, поэтому он, естественно, не хотел рисковать. Таким образом, он повернулся, и на расстоянии 80 футов позади него появился идентичный зеленый силуэт. Золотые нити промелькнули в воздухе, рассекая древесного духа на бесчисленные сегменты, но они оставили лишь остаточное изображение. В этот момент вокруг древесного духа стало появляться все больше и больше этих золотых нитей. Все они мерцали морозным светом, медленно приближаясь к нему. «Это формация меча!» Воскликнул древесный дух, он немедленно соединил руки, и между его ладонями возник шар пронзительного серебряного света. Как только он развел руки в стороны, грянул взрыв, и во все стороны вырвались бесчисленные полосы серебряного света, ударяя по приближающимся золотым нитям. Золотые нити и серебряный свет с грохотом столкнулись друг с другом, создавая яркое сияние золотого и серебряного. Эти полосы серебряного света казались даже более мощными, чем формация меча, поскольку они были способны разрушить приближающиеся золотые нити. Тело древесного духа качнулось, и он вырвался вперед зеленой тенью, пытаясь воспользоваться этой возможностью, чтобы вырваться из формации мечей. В следующее мгновение он появился на расстоянии в 500 футов. Он практически сбежал из формации. Однако прямо в этот момент впереди раздался громкий раскат грома, и из воздуха во вспышка лазурно-белых дуг молнии появился Хань Ли. Затем он немедленно ударил парой кулаков, один из которых был белым, а другой — черным, создав разрушительную двойную атаку. У древесного духа не было времени думать, и он продолжал мчаться вперед. В ответ на атаку Хань Ли он взмахнул руками в воздухе, выпустив в него множество проекций когтей. С грохотом кулаки и когти столкнулись.
Хань Ли отбросила назад, в то время как древесный дух также был вынужден отступить. Когда древесный дух, наконец, остановил свой импульс и снова попытался вырваться из формации мечей, побежденные золотые нити снова появились и приближались к нему. Таким образом, он смог вернуться на свое первоначальное место с мрачным выражением на лице. У древесного духа серебряного ранга появилось смутное предчувствие, что, возможно, было ошибкой пытаться выследить этого культиватора. В течение предстоящего периода времени древесный дух использовал несколько более мощных способностей, но каждый раз, когда он собирался сбежать из формации мечей, его отбрасывали кулаки Хань Ли или его сокровища. Более того, разрушенные золотые нити быстро восстанавливались и неслись к нему. С нынешней огромной силой Хань Ли в сочетании с его чрезвычайно крепким телом даже древесный дух не смог сбежать из формации мечей. Конечно, это произошло только потому, что древесный дух был тяжело ранен и смог собрать только половину своей полной силы. В противном случае Хань Ли вообще не смог бы встать у нее на пути. Однако, в настоящее время, Хань Ли действительно смог поймать древесного духа серебряного ранга с помощью своей формации золотых мечей. В этот момент бесчисленные нити мечей внутри формации снова стали сходиться. Глаза древесного духа вспыхнули, и он почувствовал, что находится в серьезной опасности. Внезапно он прекратил свои действия и неподвижно остановился. Однако серебряный свет беспорядочно заливал его комплект деревянной брони, и все шипы на броне начали мягко дрожать, издавая глухой звенящий звук. Сердце Хань Ли дрогнуло от потрясения при виде этого, и он выпустил из своего тела яркий лазурный свет, вливая в формацию больше силы. В этот момент древесный дух внезапно запрокинул голову и издал долгий крик. Его доспехи содрогнулись и во все стороны выпустили серебряные шипы. Вспыхивал серебряный свет, и этим острым серебряным шипам, казалось, не было конца. Громкие грохоты не затихали, золотой и серебряный свет сталкивались снова и снова. При виде этого Хань Ли резко вздохнул. Однако это был еще не конец. Когда древесный дух выпустил безжалостный поток серебряных шипов, его тело также сильно раздулось. Позади него появилась проекция древнего дерева высотой около 100 футов, листья и ветви которого стали быстро удлинялись, неистово разлетаясь во все стороны. Глава 1390. Единение духа и дерева. Проекция древнего дерева была абсолютно зеленого цвета и осталась совершенно невредимой от атак нити меча. Формация золотых мечей уже была разорвана в клочья от безжалостной атаки серебряных шипов, и после того, как они были сметены безрассудной энергией быстро расширяющегося проекции дерева, золотые нити, наконец, больше не могли соединяться вместе. Формация мечей была сломана. Сердце Хань Ли ушло в пятки, но прежде, чем у него была возможность начать новую атаку, древесный дух серебряного ранга холодно проговорил: «Твоя формация мечей действительно довольно необычна, но теперь я выпустил свое духовное древо, так что твоя участь решена». Древесный дух сделал печать заклинания руками, и из его тела вырвался яркий зеленый свет, и он превратился в проекцию, исчезнув в проекции древнего дерева позади него, по-видимому, слился с деревом. Затем произошло нечто необычное. Проекция древнего дерева внезапно выпустила всплеск поразительного духовного давления, после чего превратилась в зеленого гиганта ростом около 100 футов. На голове гиганта был балдахин из густой листвы, и его 4 конечности были также довольно пышными и зелеными, создавая впечатление, что это человекоподобное дерево. На стволе дерева было гигантское лицо, идентичное лицу древесному духу. Это была истинная форма существ из древесного клана, тело древесного духа. В этот момент поток серебряных шипов прекратился, и зеленый гигант был единственным, что оставалось в формации мечей. Хань Ли был немного ошеломлен от увиденного, но все равно немедленно активировал формацию мечей снова, вызвав исчезнувшие золотые нити. Как только эти золотые нити появились, они сразу же устремились к гиганту. Однако зеленый гигант просто стоял на месте и оценивал Хань Ли с насмешкой в глазах. Во вспышках золотого и зеленого света раздался резкий скрип металла. Все золотые нити были отброшены, а зеленый гигант остался совершенно невредимым. Хе-хе, такой простой культиватор в стадии божественной трансформации, как ты, пытается навредить моему духовному дереву, связанному с душой. Что за шутка? Мне придется впасть в спячку на 100 лет после использования моего тела древесного духа, но даже так называемые божественные духовные сокровища вашей человеческой расы не сможет причинить мне вред в моем нынешнем состоянии. Лучше сдавайся и смирись со своей смертью, холодно хмыкнул гигант и шагнул вперед, полностью стряхивая золотые нити вокруг себя, преодолев расстояние в 80 футов. Еще один шаг, и он достигнет того места, где стоит Хань Ли. Губы Хань Ли дернулись, и он убрал пятицветный ореол вокруг своего тела. В следующее мгновение вокруг талии гиганта с грохотом возник ореол.
Скорость приближающегося гиганта внезапно значительно упала и была уменьшена до менее чем 1/10 его первоначальной скорости. Хань Ли обрадовался от увиденного и поспешно указал пальцем на зеленого гиганта. Из-под земли внезапно появился серебряный огненный ворон, открыл клюв и взорвал несколько шаров серебряного пламени, поднявшись в воздух. Затем он расправил свои крылья, и по всему его телу вспыхнуло раскаленное серебряное пламя. В следующее мгновение он набросился на гиганта. Под ногами гиганта с раскатами грома появилось несколько серебряных шаров молнии. Сразу после этого шары серебряного пламени взорвались, окутав ударной волной гиганта. Вдалеке над телом Хань Ли появились золотые и серебряные мантии, и он направился прямо к нему. Одеяние распространилось по воле Хань Ли, а затем увеличилось в несколько раз. После сокрушительного раската грома золотые и серебряные шары молнии размером с кулак обрушились проливным дождем на то место, где находился зеленый гигант. Земля внизу превратилась в море золотых и серебряных молний, перемежающихся с палящим серебряным пламенем. Однако Хань Ли не собирался на этом останавливаться. Он издал громкий крик, и вся формация золотых мечей сразу же исчезла. Несколько сотен полос золотого меча Ци сразу же всплыли в окрестностях и сошли в центре по приказу Хань Ли. Все они растворились в молнии и серебряном пламени, создав еще более громкую череду взрывов. Только после этого Хань Ли отступил на расстояние более 100 футов, начав изучать ситуацию издалека. Он был уверен, что даже если культиватор на пике стадии пространственного закаливания будет поражен его молниеносной одеждой, молниеносными бусами, поглотившим небесное пламя духов, и летающими мечами одновременно, и никто определенно не сможет выйти целым и невредимым. Что касается культиваторов интеграции тела, только небеса знали, окажет ли комбинация этих атак какой-либо эффект. Спустя несколько мгновений молния наконец начала рассеиваться. Тело гиганта показалось еще раз, и оказалось, что оно не сдвинулось ни на дюйм от своего первоначального местоположения. Сердце Хань Ли дрогнуло, оценивая состояние гиганта. Оно мерцало и сверкало, словно было вырезано из куска полупрозрачного зеленого нефрита. Но еще более невероятным было то, что оно было абсолютно гладким и невредимым. Столь устрашающий шквал атак нисколько не повредил ему. Тем временем массивные руки гиганта сомкнулись вокруг пятицветного ореола на его талии, собираясь сокрушить ореол своей силой. После этого гигант запрокинул голову и, фыркнув, резко топнул ногой по земле. По воздуху сразу же распространился зеленый ореол духовного света, сразу же распространился по воздуху, проникая в палящее серебряное пламя. Посреди вспышки зеленого света серебряный огненный ворон был вынужден раскрыться и попал в этот таинственный духовный свет. Захвативший небесное пламя дух был способен поглощать все виды духовных сил, но был совершенно бессилен перед лицом этого зеленого света. Зеленый гигант совершенно не обращал внимания на 72 лазурных бамбуковых меча в воздухе, позволив им ударить по своему телу, после чего они были бы немедленно отражены вспышками зеленого света. Среди них было даже около дюжины летающих мечей, которые начали значительно тускнеть после нескольких ударов по телу гиганта, издавая протяжный вой. Это были не что иное, как летающие мечи, которые больше всего пострадали от взрыва кристаллического кровавого меча Махэ. Эти летающие мечи изначально были повреждены взрывом, и им едва удалось внести свой вклад в создание формации золотых мечей. После того, как тело зеленого гиганта несколько раз оттолкнуло их, они полностью истощились. Хань Ли резко изменился в лице и махнул рукой, призывая к себе все летающие мечи. Мечи отлетели назад, быстро уменьшившись в процессе, и исчезли в его рукаве. Теперь у меня нерушимое тело. Даже существа с немного более высоким уровнем культивации не смогут причинить мне вреда. Если ты сможешь причинить мне боль в моем нынешнем состоянии, я бы подумал о том, чтобы отпустить тебя, хмыкнул гигант оглушительным голосом, скрестив руки на груди с высокомерным выражением на лице. После трансформации в форму гиганта этот древесный дух серебряного ранга стал намного сильнее, чем раньше, и его тело также стало намного более крепким. Ни одна из атак Хань Ли не повлияла на него, и это его сильно беспокоило. Только тогда он осознал, что недооценил огромную пропасть между древесным духом серебряного ранга и культиватором пространственного закаливания. Культивируя первозданное истинное дьявольское искусство и мантру усовершенствования 1000 меридианов, он, естественно, осознавал, что его силы выходят далеко за рамки его уровня культивации. Тем не менее, он никогда не устанавливал точного определения своего точного уровня силы. Культиваторы божественной трансформации были ему не соперники, но он не встречал никаких возможностей проверить свои силы против культиваторов пространственного закаливания. Стал свидетелем битвы стадии пространственного закаливания Ечу и двух культиваторов клана Лун, он был впечатлен, что был бы сопоставим с ними по силе, если бы он раскрыл все свои способности. В случае с культиваторами клана Лун, чьи дьяволы и призраки были уязвимы для его божественной дьявольской молнии, была велика вероятность, что он сможет победить их.
Если бы он узнал это раньше, он бы сражался с алой тенью, с которой он столкнулся в клане теней, не прибегая к использованию своих золотых прожорливых жуков. В этом случае он знал, что не сможет избежать обнаружения мощного духовного чутья древесного духа серебряного ранга, поэтому решил проявить инициативу, заранее создав формацию золотых мечей, чтобы бороться за свою жизнь. В противном случае столкновение с таким могущественным существом в прямом бою было бы ничем иным, как самоубийством. Однако он никогда бы не подумал, что даже тяжело раненый древесный дух серебряного ранга может быть таким могущественным. Ни один из его секретных техник или сокровищ не мог навредить ему, а его скорость и сила также претерпели радикальные улучшения. Эта способность древесного духа была за гранью реальности. В этой ситуации он мог попробовать только одну стратегию. Если это не сработает, то ему придется бежать, используя свою технику теневого уклонения в надежде, что он может столкнуться с чем-то, что спасет его во время побега. В любом случае, он определенно не собирался сдаваться и предлагать свою голову на серебряном блюде. Пока эти мысли проносились в его голове, в глазах Хань Ли исчезла нерешительность, сменившись полной решимостью. Не произнося ни единого слова, он внезапно взмахнул своими грозовыми крыльями, и после нескольких вспышек вокруг них начали вращаться дуги лазурно-белых молний, образуя серию лазурно-белых молниеносных шаров размером с кулак. Шары молнии громко потрескивали, пока Хань Ли делал печать заклинания руками с мрачным выражением на лице. Лазурный свет вспыхнул с обеих сторон его тела, и появилось 4 одинаковых лазурных фигуры, у каждой из которых была пара крыльев на спине. Интересно. Зеленый гигант небрежно усмехнулся от увиденного. 5 лазурных фигур с серьезным выражением лица взлетели в воздух, превратившись в процессе в белые нити и исчезнув в мгновение ока. Зеленый гигант фыркнул, резко взмахнув своей массивной рукой в сторону определенного места, находившегося в нескольких десятках футов от него. С грохотом пространство раскололось и искривилось. Из пространственных трещин вырвалось около дюжины белых нитей и врезалось несколько лазурных фигур. Гигант сделал хватательное движение своей массивной рукой, и волна огромной невидимой силы пронеслась мимо, превратив все эти лазурные фигуры в ничто.